я познакомлю вас с нашим центром. Здесь у нас размещена, как видите, карта Алтая. К нам в эти 4 поселка были высланы крестьяне из 63 поселков Бийского района. Какому? Тому? Как-то проехали не так. Вот туда, они едут правильно. Большая огромная загадка. То ли это палочка, то ли это гаревка. Да, я про Гаревку сказала. Здесь у нас, вот там дальше прибиты таблички. Это семья Исаевых, практически все умерли. Их мало осталось в живых. Ирина Ивановна, сколько здесь человек у нас похоронено? Примерно сколько человек? Ну, примерно около 2000, я думаю, не меньше. Мы на хуторе с матерью, с отцом жили, а коменданту дед дал еще деньги, чтобы какую избу купить. Корова отелилась, теленочек есть, там баня небольшая была у нас. А мужики на пашне комендант посылает: соберите мужиков, собрание будет. Мужиков собрали, и опять уже из милиции приехали, из Бийского. Собирайтесь, завтра вас опять на ссылку на другую повезут. Путь их был, сначала их собирали в концентрационные поселки, потом оттуда в определенный момент садили на подводы, везли до Бийска, потом на вагоны в телячьи, как они все вспоминают, и до Томска. В Томске пересаживали на баржи. Из Бийского нас до Томска довезли. Из Томска, а в телячьих вагонах везли, тоже опять битком набито, а с той стороны на замке. Опять мы под конвоем тут едем, ни окошечка, ничего нету, ни туалета нету. Всех ребятишек много. Антисанитария была. Идешь и запнешься. Ну, там провезут, останавливают, чтобы весь поезд остановят, чтобы сходили в туалет. А которые не успели, тут прямо в туалете. В Томске опять сидим на пристани, подходит пароход, на баржу в трюм погрузили. И мы тоже ехали по речке, и белого света не видели. 3 баржи прицепили, и все сюда по Кити гнали. Сперва там по Томи, потом по Оби, а потом уже по Кити. Подобного типа баржа, то, что от нее сохранилось, это гвозди с этой баржи. Были перевезены. Вот проведена работа по установлению фамилии. Вот на сегодняшний день Ирина Вячеславовна Янченко установила уже более 1200 фамилий, 1217. Но работа еще продолжается, списки уточняются. В этих списках вот видно, что это столько семьи. Вот в этой семье было, например, 11 человек, где-то 7, где-то 3, где-то 4. Вот, да, количество членов семьи, откуда высланы, сколько умерло и сколько бежало. Вот так вот они, колоночки, видите? Ой, вот рево было. Из Крыма вылезли, берег высокий, вот такие деревья стоят, ни одного поселочка нету, а комаров полно. И на берег вылезли, или в болото, вот так кружечку туда поставишь, водичка текет. Ой. Городец появился в 31-м. Ушли снега, пришли дожди. И ранним утром в половодье весной причалила баржа со спецперенцами баржа. Сначала рыли кто землянки, кто шалаши. Нас отец шалаш сделал. Кругом тайга густая. Корчевали лес, росли поля. Растили рожь, овес, пшеницу. Зерно сдавали госпоставки государству, а на трудодни делили по 100 грамм. Был голод, люди умирали, но всем миром строили село.
наши спецпереселенцы – это крепкие зажиточные крестьяне, это крестьяне второй категории, как тогда говорили. Они не были как кулаками, как в классическом понимании этого слова. Они были просто трудяги, работящие с утра до вечера в поле, и некогда было им там ходить и митинговать, и чего-то там еще советскую власть подрывать. Вот здесь вот как раз мы хотели пока собрать интерьер зажиточных крестьян с Алтая. Когда-то в нем был клуб и школа, метеостанция была. Да и в больнице лечили приезжие доктора. В Городецком построили больницу первый год. Первый лес-то рядом, а пилить-то такой пилой пилили. Вот наш отец с братом вот этой пилой такой пилили. Первый дом коменданту Коробейникову. Школу построили, больницу построили. Ну и власть какая была тогда, не колхоз называли, а артель. Ага. И не коммуна, а артель. Ну, им тоже контору построили. А тут сами, кто в землянке, кто в шалаше. Потом начали строить это, барак строили своими силами. Построят один, к нему опять пристроят три. И так получился барак. Ой, под шалашом спали, варили в ведре на улице на костре. И караулили. А варить-то что было? Что привезли с собой уже? Поели, а стали муку только давать, паёк давали на 10 дней. Одну муку. И только варили из муки какую-то болтушку или затирушку. В лесу еще ничего не было. Колба, нас что выручала колба, она далеко дальше жила, сюда к росла. Рыба была, женщины такие вязаные скатерки были, сшивали, рыбу ловили. Рыба в ванге была, соли не было. Соли не было, вот только живешь, посолить. А чтобы вот впрок посолить, соли не было. Но потом стала трава, давай траву есть, собирать траву. В конце концов, вот 28 августа 2020 года был открыт первый в России Центр памяти раскулаченных. Оказалось, что раскулаченные крестьяне, большой террор и депортации, их ни в коем случае нельзя между собой смешивать. Это разные совершенно истории. Раскулаченные крестьяне не были осуждены. Они были выселены, вычищены, там написано, решением 5 райисполкомов. Мать наша прожила одну зиму и весной умерла. Весной умерла, и у нее она ребеночка родила. И этому 2 года еще родился. Ребенок остался, она умерла от голода. Приехали на кладбище, там уже могилка одна была выкопана. Одна могилка выкопана, и там схоронена женщина была. И нам место там было. И мы это захоронили, мать. И рядом с нами сосед был, это тоже в бараке жил, у него инструмент был. Он, не один топор, еще какой инструмент был. Он сделал матери гроб. Прасковья Даниловна Лобанова вспоминает: люди сильно умирали. Сначала дети, потом старики, а потом все подряд. Могилы не успевали копать. Одну выкопают, полную наставят, следующую. Копали все время. Особенно зимой копать трудно. Очень много людей умерло. Некоторые семьи вымерли полностью. Облепиха — символ Бийска, но они у нас не прижились, потому что это было середина лета, и они у нас не прижились.
Вы не упадете в них, вот они. Обозначены пока самые-самые большие. Но здесь вот они везде, мы среди ям. Мы на ямах стоим. То есть им разрешали защищать Родину, отдать жизнь за Родину, но в штрафных батальонах. А когда в 1942 году началась битва под Москвой, и пришлось очень тяжело, то осенью 1942 года стали призывать спецпереселенцев. А жены остались, дети, жены остались работать, валили лес, девушки молоденькие валили лес, ловили рыбу, стоя по колено в воде, и эту рыбу им не разрешалось было есть. В общем, пережили всякое, было очень трудное время, но тем не менее сохранили свою честь, сохранили свое достоинство, сохранили гордое звание человека. Всех хают Сталина, там советскую власть, а нас советская власть вот раскулачила, свои деревенские, а я не обижаюсь. Вот отец сбежал тоже, я не обижаюсь. У меня еще сестра 93 года здесь живет. Ага. Мы не обижаемся на отца, что он сбежал. А в детдом взяли хоть плохой, 3 раза кусочек хлеба, 3 раза горячее питание. Но какое там питание? Рыба в основном была, рыба. Мясо мы не пробовали, колбасу сроду не видели. До 1937 года на карточках жили. В 1937 году мы разбогатели. Карточную систему отменили. Елку нам в 1937 году поставили, елку. Проект направлен не на то, чтобы очернить прошлое время, вот какой был плохой Сталин, какая была плохая власть, а чтобы показать мужество народа, как они это пережили, мужество людей, мужество русского человека, хранителя русских национальных традиций. Ведь все они были верующие. Вот. И то, как они потом впоследствии пережили Великую Отечественную, мы хотим помнить об этом, хотим, чтобы помнили дети, люди. Помнить прошлое, это, я думаю, это значит, чтобы не повторилось такое никогда в будущем, чтобы не было. Те, кто забывает о прошлом, у них никак не может быть будущего, это однозначно. Я уже в 4 классе. Вот 4, 5, 6, 7 класс в 1939 году окончила. Детдомовских нас окончило 7 человек. А район организовался. Наш детдом закрывают, а нас вот 13 человек и 15 оставили обживать район. По организациям устроили. Нас 4 в райпотребсоюз устроили ученицами бухгалтерии. Все мы вышли потом, подучили, бухгалтерами вышли. Так я и на пенсию бухгалтером вышла. Проработала 35 лет. Мужем прожили мы 37 лет. 3 детей, у меня 3 дочки, 8 внуков и 10 правнучат. Рассказывать про это нужно? Но не сильно теперь интересуются. Но это нужно? Ну и рассказываю. Рассказываю.